Итак, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео: создаем свою личную библиотеку типовых чертежей в компасе. Бывает недостаточно или нужно иметь индивидуальные под свои задачи. Допустим, когда я создавал свой курсовой проект по предмету деталь машинного конструирования, у меня были уже совсем другие типовые тексты, поэтому мне приходилось создавать на будущее, чтобы не писать одно и то же, где, грубо говоря, текст один и тот же, а цифры, грубо говоря, надо поменять. Там было 1, надо поменять на 2, было 2, надо поменять на 3 и так и далее. Вот, сегодня мы разберем такую вот тему. Итак, в качестве примера я уже выбрал чертеж, о котором я уже говорил. То есть вот как выглядит мой сборочный чертеж курсового проекта. Вот, собственно, паспорт, вы можете видеть, как я его заполнял. Да, кстати, в предыдущих видео я тоже рассказывал про паспорт, как можно заполнять именно, допустим, фамилии или еще что-то. Тоже обратите на это внимание. И вот, собственно, про тот типовой текст, о котором я вам и говорил. Допустим, мне нужно уже будущий чертеж, то есть, казалось бы, все одно и то же, текст все одно и то же, а вот цифры, допустим, будут меняться. И вот чтобы это все заново не делать, грубо говоря, есть шаблон, все сделал, поменял так, как надо. Как мы будем делать? Мы будем не вставлять Ctrl-C, Ctrl-V, а мы именно вот выделим через Ctrl-A, Ctrl-C. Все, хорошо, мы его скопировали в буфере обмена. Теперь что мы делаем? Закидываем его в файл текстовый документ, то есть мы заходим сюда, вот, создаем текстовый документ, но я уже создал, смысл от этого не особо должен поменяться. И что мы делаем? Правильно, сохраняем как текст я уже делал, это можем убрать, смысл от этого тоже не меняется. Все, сохранили. В принципе, сейчас нам не важно, куда мы его сохраняем. Мы сюда будем все, грубо говоря, выводить. То есть у нас должно быть вот здесь выйти текст, но это мы сейчас, собственно, и сделаем. Дальше идем в приложение, заходим в утилиты. То есть утилиты — это такие приложения, которые можно запускать как в компасе, так и вне компаса. В прошлом видео, собственно, я и показывал то, что я запускал вне компаса. Там нужно через права администратора ходить, имейте в виду. А сейчас мы попробуем запустить именно через компас. Все, зашли, хорошо. Вот, то есть нужно сделать так, чтобы у нас потом не выскочило то, что нужно было зайти с правами администратора. Лучше будет переименовать из новой библиотеки с кириллицы на латиницу. Почему? Потому что это в будущем тоже должно вам помочь как саморазвитие. Смысл тоже, а текст будет другим. То есть я назову, допустим, новую библиотеку My Use Library. Скорее всего, я неправильно, надо провериться. Вот, собственно, вы можете видеть, у меня было 2 ошибочки. Ну, собственно, с этой целью мы и учимся. Дальше можно создать еще папку. И в ней создаем, добавим элемент, собственно, текстовый. Хорошо. Тут уж не будем тратить на это время. Пока именно сохраним как на рабочем столе, потом посмотрим. Все хорошо, у нас это сработало. Теперь заходим в приложение, конфигурация, состав добавить библиотеки элемент. Так, добавляем, хорошо. Смотрим в библиотеки. Вот, это я уже ранее делал. Вот библиотека. Так, это тоже тестовая, это уже была. Это моя, да. Проинсталируем. Так, все, закрываем. Хорошо. Дальше можем, конечно, через оформление, технические требования.
Вот, заходим в текст и значки, типовой текст. Сразу открывается. Двойным кликом. Вот, собственно, у меня вылетел текст. Хорошо. Также вы можете, как я уже ранее говорил, как бы разбить этот текст, допустим, это вот технические характеристики, первый файл, потом второй файл, передаточное число такое-то, то есть такое число, вот третий файл, соответственно, третий и так далее. Тут уже дело вкусов. Я всего лишь показал вам алгоритм последовательности действий, как вам делать. Так, дальше, значит, можем через надпись буковкой Т, вот, грубо говоря, все, мы поставили точку и по сути повторяем. Вот, у нас, собственно, произошел вылет текста, у нас вышел текст, это тоже хорошо. Вот, значит, вначале, может, кто обратил внимание, может нет, то есть мы здесь не просто Ctrl-C, Ctrl-V скопировали, а мы именно зашли в надпись и через команду Ctrl-A скопировали в файл, потому что если вы сделаете просто Ctrl-C, Ctrl-V и вставите в текстовый файл, у вас будет воспринимать как ошибку, то есть там будет как картинку, что ли, или в общем некорректно у вас откроется файл. То же самое и с блокнотом, тоже у вас некорректно откроется, а так как вы видите сейчас открылось, при условии того, что у меня библиотека здесь находится, вшивать в библиотеку. Вот сейчас мы, собственно, будем данную библиотеку вшивать в основной компас. Библиотеки, которые вот, собственно, в типовых текстах нам встречаются. Вот, собственно, вот этот и есть, вот это и есть та самая библиотека. Вот. Закинем сюда. Так, но для этого нам нужно закрыть компас. Так, не сохраняем, не сохраняем. Нам все не надо. Продолжить. Все, мы закинули. Хорошо. Мы, ага. Оставляем перезапуск. Заходим в библиотеки. Вот это, так, другую библиотеку. Ага, не видно. Так, конфигурация, состав, так. Так, вот наша библиотека. Так, библиотека. Так, понятно. Так, исключить из конфигурации. Так, давай. Так, посмотрим через типовой текст. Угу. Вообще его как бы видит. Угу. Хорошо. Не сохранить. Посмотрим через чертеж. Там библиотека. Уже. Так, секундочку. Зайдем вот сюда. Тоже видит. Вот, собственно, небольшая такая заминочка. Вот, как вы, собственно, могли видеть, убедиться, то, что вообще как бы способ рабочий. Просто бывают маленечко разные подходы. В моем случае, как вы могли увидеть, был подход совсем по-другому. У другого человека может быть по-другому. И, допустим, вот, еще раз повторюсь, посмотрите, пожалуйста, мои предыдущие видео. Ну тебе нахрен. И тебя туда же. Конечно, там связано с паспортом, но алгоритм последовательности действий по добавлению индивидуальной информации, допустим, вот
Мне, допустим, неудобно каждый раз прописывать свою фамилию. Или, допустим, как сейчас вот типовые тексты. Как бы текст один и тот же, но, допустим, цифры будут каждый раз меняться. Это очень неудобно. Поэтому посмотрите, может вам тоже это пригодится в будущем. По сути, на данный момент это все. Когда дело сделано, можно расслабиться. Пожалуйста, следите за актуальной моей информацией. Например, сейчас я переезжаю на Рутуб и в последующем еще на другие площадки. Если кому информация была полезна, то, пожалуйста, делайте обратную связь, комментируйте, делайте репосты, ну и поддержите развитие контента в целом. Аванс? И что ты сделал, мистер чемпион мира? Понятия не имею.